Всем доброе утро. Итак, друзья мои, вначале хочу сказать пару слов по поводу ролика и ваших комментариев. Где очень многие написали, многие с опозданием, многие по второму разу решили, что нужно, посчитали нужным написать. Но в любом случае написали свое мнение о моих работах, подробно описали, что они чувствовали во время сеанса ясновидения, связанного с ними и так далее. Дорогие друзья, я рада, что вы поняли, что долг платежом красен. Фальшивые фразы и выкрики по поводу того, что мы просто должны делать добро, нам ничего не нужно, мы не должны ничего требовать и хотеть, это очень лицемерно, потому что любой человек хочет отдачи. Любой человек хочет видеть ответные реакции, когда столько отдает и просто всю себя отдает миру и людям. Хочет обратной реакции, энергии, благополучия, благодарности, уважения. Это важно, это стимул, чтобы дальше двигаться. Если актер играет, он хочет аплодисментов, он хочет признания, он хочет благодарности, он хочет славы. И это вполне закономерное, нормальное желание, потому что человек отдает всю себя, свою жизнь, свою личную жизнь, жертвует своей жизнью для того, чтобы публике подарить свой талант. И если публика молча послушает, потом встанет и уйдет, мне кажется, что этот актер больше не поднимется на сцену. Если писатель отдает миру свои мысли, вот в этих муках рожденные книги, шедевры и прочее, он хочет восхищения, он хочет благодарности, он хочет отдачи, уважения к себе. Если художник изображает что-либо на картине, на холсте, он хочет восторг увидеть в глазах людей, он хочет увидеть обсуждение, рассуждение о его таланте и так далее, творчестве. Каждый человек, отдающий миру что-либо, хочет отдачи. Человек, который открывает необычный ресторан и находит хороших шеф-поваров, и они готовят такие экзотические блюда, он хочет видеть восторженные глаза посетителей, он хочет видеть благодарность их, он хочет услышать хорошие отзывы о своем ресторане. Ему приятно, что он это сделал, и люди довольны. Как вы считаете, если люди сядут, поедят, спокойно встанут и уйдут? Без слов, без никаких эмоций. Это сломает в нем желание дальше действовать. Каждый человек. Для чего нам нужны эмоции? Для чего нам нужны, скажем так, признание? Для чего нам нужна благодарность и оценка нашего труда? Это стимул, это энергия двигаться дальше. И поэтому я и сказала, и имею на это право, и нужно будет еще раз сделаю. Я просто подумала, что в наше время сухости и официальности люди разучились видеть и благодарить. И так нельзя. Если я выкладываюсь по полной, если я вам это отдаю, вы, по крайней мере, хотя бы должны не поскупиться, там не просто говорить: ой, все совпало, так и есть, очень спасибо, да, все так. А хотя бы просто выразить свой восторг, свое удивление, пускай там написать, что действительно вот подробно, вот это так было, это действительно так и совпало, это в точку попали, чтобы я в следующий раз хотела снова открыть такие же темы и вам также как бы это все отдать. Если я отдаю ритуал, я хочу послушать, как она действует у вас, как он происходит, чтобы в следующий раз в том же направлении вам подарить. Если я дарю вам лекции, я хочу понять, насколько мои лекции вам полезны и помогают, чтобы дальше продолжать эту серию. Естественно, это нормально, дорогие друзья. Кто никогда ничего не отдавал, тот и говорит: да это просто надо отдать и забыть, потому что они никогда ничего не отдавали, понимаете? Никогда. Поэтому они понятия не имеют, что значит отдавать миру.
Ты когда приходишь отдавать этому миру, ты понимаешь, что будет и воровство, будет и скотское отношение, будет и неблагодарность, будет и поклонение, и благодарность, и все это в одно целое, и ты готова к этому. Понимаете? Но самое главное, что тебе хочется, это признание. Признание твоего таланта, твоих знаний, способностей, потому что талантливые люди, как правило, они ранимы. Они действительно ранимы, они отдают, и они ждут отдачи, чтобы дальше отдавать, чтобы хотеть еще отдавать. А то, получается, я целых 2 часа с вами провожу, сухие официальные фразы, да, все так, все совпало, и до свидания. Это неприятно, правда? Вот хорошо, что вы очнулись, поняли, очухались и осознали, что да, так нельзя, так некрасиво, нельзя вот так вот прийти, взять, 2 слова сказать, да, все так и есть, и до свидания. Что нужно подробнее, что нужно... Человек уделил вам время, уделяй ты время и объясни людям, скажи, да, это так и есть. Это дело не в том, чтобы другие прочитали, нет, чтобы я прочитала, я лично, я не для других это делал. Я прочла, я зарядилась этой энергией, думаю, да, есть благодарные люди, есть достойные люди, не все быдло. И вот именно для достойных людей я буду дальше работать и делать это все. Понимаете? Время от времени нужен этот холодный душ. Конечно, там написали люди, которые всегда писали, всегда говорили, благодарили, но они посчитали своим долгом еще раз написать. Всю жизнь так и делаете. Когда на улице вам дарят цветок, вы не берете просто и ушли, вы говорите спасибо, мне приятно. Вам приятно, у вас приятные эмоции вам подарили. Вы должны в ответ подарить такую же эмоцию, чтобы было равновесие. И иначе, если вы в жизни привыкли просто хавать и уходить, вот так же и будут с вами, и такие же будут к вам приходить в жизнь, которые схавали у вас и ушли. И поэтому не удивляйтесь, что отдашь, что и получишь. Это первый момент. Далее, перейдем к ритуалу. Вы знаете, друзья мои, поскольку я водолей, у меня деньги никогда не копятся. Временами они копятся, когда я что-либо провожу для себя. Ну, как правило, сапожник без сапог, вечно не до себя, некогда, не вовремя. Судя по тому, со скольким количеством людей я работаю, я должна сейчас быть одной из самых богатых людей в России. Но я человек среднего достатка. Ну, во-первых, я говорю, что колдовство, магия, она больше дает имя, она больше дает такую силу, вот это шквал благодарности, памяти о тебе, да, и прочее больше, чем, скажем, денежные, так вот, материальное благо. Хотя материальное благо время от времени дается. Но вчера в шутку я просто так средне посчитала по количеству, сопоставила по количеству людей последние несколько лет и книги мои, прочее. И я говорю, Яна, хочешь, я тебе примерно покажу, это не самая точная сумма, но примерно самое среднее, самое малое, что вышло. И хочешь, я тебе покажу, сколько мне, вот, сколько я работаю, сколько я накапливать должна была бы, по идее. Я ей показала, у нее глаза на лоб. Я говорю, знаешь, сразу фраза Высоцкого, где деньги, Зин? А я скажу, где деньги. Во-первых, я такой человек, я очень многим помогаю. И помогала, и буду помогать. Я очень редко это говорю, чтобы быть стимулом для людей делать добро. Но я многим, очень многим людям помогаю. Я многим отправляла и на операции, и вообще помощь, и многим приютам, в основном приютам для собак и прочее. Но я об этом не жалею, это правильно. Это накапливается, знаете, то, что ты сегодня отдаешь, завтра твоим потомкам вернется. Это такой невидимый банк, кошелек, где копятся твои бонусы, если уж так грубо выразиться. Потом, очень много расходов на книги.
на прочее. Ну, по сути, вот если так честно, у меня сейчас должна была быть квартира прям вот напротив Кремля. Она есть, но не напротив Кремля. Да, я преуспела, много чего смогла и так далее, но это нормально. Потом, не все умеют правильно распоряжаться деньгами. Есть люди, которые прекрасно могут копить, они могут за 10 тысяч прожить месяц вот припеваючи, а ты можешь за 100 тысяч не прожить неделю. Это не транжиры, которые, понимаете, как если бы я ездила по ресторанам и клубам, я бы поняла, куда они делись. Но вот туда. Оно же не сразу, эта сумма тебе в руки дается, и ты вот давай вот трать. Нет, оно по мелочи уходит. А как говорится, копейка рубль бережет. Мы не замечаем, особенно когда карты появились, вот это хитроумный план банков. На картах же мы не замечаем, вроде не с кармана уходит. Когда ты снимаешь, оно какая-то сумма вот так лежит у тебя, да, и оттуда берешь определенное количество, сразу видно, что их меньше стало, и как-то думаешь, ну, ладно, не буду тратить. А когда на карте ты не видишь, вроде у тебя ничего и не ушло, не больно, понимаете, и ты туда-сюда, это отправишь, туда, и потом раз, и сумма как-то чуть поменьше. Потом еще раз говорю, этот характер водолея, она льется, она легко приходит, то есть легко приходит, имеется в виду, что тяжким трудом, но оно приходит, в отличие от многих людей, которые работают и не по своему направлению работают, да, легко приходит, легко уходит, называется. Все, и благополучие приходит, если мне надо, я привлеку. Она легко придет в понимании людей, потому что она мне дастся все-таки. Потому что есть люди, которые 7-8 лет будут работать и не смогут никуда вырваться. Я смогу это привлечь за месяц, например, потому что я очень много работаю. То есть оно мне дается, если честно. Она идет ко мне, она любит меня, денежная сила. Но она, опять же, уходит туда же. Через магию богатеть не получается, потому что у тебя огромное количество энергии уходит в сторону. Понимаете? И как-то вот эта энергия с собой уносит и деньги в том числе. Так вот, дорогие друзья, как сделать так, чтобы деньги все-таки копились на мечту? Вот я иногда провожу кое-что себе, накопились. Я купила, что хотела. Скажу честно, когда я решила купить машину, оно мне за короткое время пришло, потому что я очень много работала, очень много мне именно, то есть мне дали и силы, и желание работать. Это от этого тоже зависит. Иногда бывает, ты устаешь, как собака, уже ничего не хочешь вообще. Естественно, и денежная сила останавливается, когда ты немножко прекращаешь и чуть-чуть уменьшаешь свою работу, потому что уже сил нет. Но когда у тебя есть цель, тебе даются и сила, и энергия это привлечь. Вот сделала, оно накопилось, я купила. Опять начала уходить в разные стороны. Сделала, накопилось, купила вот то, что хочу. Опять начала уходить. Вот как сделать так, чтобы оно копилось для твоей мечты? Особенно определенным знаком, которые, не получается у них копить. Вот хоть ты тресни. Не будет оно копить. Они будут жить в достатке, они все увидят, у них все будет, у них, они будут просто как бы сыты всем этим и, все, что им хочется. Вот мне хочется вот это, мне на это дадут деньги, мне хочется то, а вот если я хочу копить, вот на шиш тебе, не копится. Хотя бы так, купить, оставить, вот так вот хотя бы. Согласны? Потому что, как-то спокойнее с деньгами-то, когда оно копится. Потом, знаете, есть люди, которые свою пустоту пополняют вот этими покупками. Вот они купили, пришли домой. Удовольствия никакого, удовлетворения в том числе, пустота тоже осталась, деньги ушли. И они начинают себя казнить.
зачем мне это надо, нахрена я это вообще купила, я и носить-то не буду, да я и вот это. Есть люди, которых очень легко уговорить купить. Вот они зашли куда-нибудь, ой, как вам идет, вот берите вот это вот, как окружают, знаете, вот эти вот торгашки со всех сторон. Ты не можешь отбиться, ты ёкала мене, уже неудобно. Люди уделили тебе целый час времени, тебя одели, показали, перед зеркалом крутят. И как-то неудобно, вот, ну, как-то вот... Знаете, я когда иногда прихожу в банк по своим делам, и когда начинают мне предлагать, вот карту, вот можно и это сделать, можно такие скидки, можно такую страховку, человек полчаса тебе как бы это все грузит, и, ну, тебе это не надо, ну, не надо. Это коммерческий ход, понятно, что они оттуда берут какие-то проценты, насколько тебя уговорят, и ты думаешь... Нет, девушки, я не хочу. Ну не надо мне. И ты думаешь, вот какая же я сука такая. Человек мне целый час уделила, все это показала, сказала, а я говорю, нет, не хочу. И вы знаете, такое чувство вины. Иногда вот подключала вот эти такие дурацкие вот эти вот, не знаю чего, какие-то услуги, которые мне 100 лет не нужны. Из-за чего? Из-за того, что неудобно. Человек там распинается, рассказывает. Вот как-то неудобно. Вот как сделать так, чтобы... Этот коммерческий мир, это вот хитросплетение, это все на тебя не действовало и на твои деньги, чтобы они копились все-таки. Я вам советую вот этот ритуал. Он очень сильный, он очень рабочий, замечательно работает, но его нужно обновлять постоянно, потому что, сами понимаете, и еще мой вам совет, денежная сила капризна, она всю жизнь требует обновлений. Она вам дает, чем больше вы радуетесь, тем больше вы получаете. Вы не замечали, деньги к деньгам идут? Богатые богатеют. Это слово всегда было. Чем больше вы получаете и стараетесь еще получить, тем больше она вам дается. Потому что внутри вас спокойствия, страха нет перед нищетой, перед безысходностью, понимаете? И чем больше вы стремитесь получить, тем больше вы радуетесь, подпитываете своей радостью, эмоциями эту силу, и она опять вам дает. Учтите. Итак, повторите это раз в 3 дня в начале, потом раз в неделю. Ну, по мере того, насколько будет копиться. Как только накопится на то, что ты хочешь купить, сразу покупайте это, чтобы обратного вот отчета не пошло. Потому что у вас в мыслях, когда вы будете читать, обязательно будет то, что вы хотите. Просто так деньги не копят, копят для мечты какой-то. Вот сразу купите то, что вы хотели, потом снова проведите, опять будет приходить. И вам уже будет не так больно осознавать, что через вас прошли такие миллионы, а вы ничего не сделали вроде бы, да? Ничего не создали. Они вот пришли и ушли. Тяжким трудом дались, а все равно легко и просто ушли. Но и снова пришли, на самом деле. Когда я говорю легко пришли, это говорит о том, что они уходят и приходят. Понимаете, нет такого, чтобы они ушли и все тормознулось. Нет. Они еще раз идут. Но в любом случае, вот легко даются, легко уходят. Вот так вот. Легко мои слова поймите правильно, чтобы не было превратности, что вот легко просто так. Нет, это через тяжкую работу. Но есть люди, которых деньги не любят, они могут хоть на галерах пахать, они все равно деньги не придут. А есть люди, которые работают, да, отдают очень много, работают, много трудятся, и к ним все равно приходит. Это называется легко идут. То есть они тебя любят, они к тебе приходят. Но также и уходят, понимаете? А вот как их задержать-то? Вот эту вот дамбу поставить, чтобы река прудилась, накопилась, и вот стал целый котлован. Вот мы это с вами проведем. Берете купюру. Можете брать любую купюру. Я работаю с долларом. Я так посмотрела, все могуйки переключились на доллар. Смешно, конечно. Прям смешно, реально. Вот до смешного копировать это... Ой, ну ладно. Доллар для меня, вот у меня... копится рублями, но заговор на доллар получается лучше. Берете любую купюру, желательно самую малую. Ну, если вы возьмете, скажем, деньги, да, возьмите 100 рублей. Потому что с малых растут деньги до высокого уровня. Некоторые специально разложат там по 5-20 тысяч, показывают, вот какие мы богатые. Пенсию получили, всю пенсию разложили и показывают ритуал какой-то. Ну, это смешно.
Да, иногда нужны большие купюры для каких-то ритуалов, но в основном всегда использовали, дорогие друзья, что? Монету, копеечку, рубль, мелкие там купюры, потому что растет денежная сила с малого до великого. Назвала ритуал «накопись деньга», и слово «деньга» буду произносить по-старинному, потому что это слово имеет определенную какую-то энергию. Так называли деньги тысячелетиями, поэтому вот так и назовем с вами деньга. Откуда пришло это слово деньга? Это тюркское слово вообще, тенге, тенга, что означает имущество, деньги. И в России это очень хорошо прижилось, поэтому вот мы и называем деньги, деньга. Итак, мелкую купюру, которую потом положите в кошелек. Время от времени вытаскивайте, положите на алтарь. Алтарь может быть зеленый, красный, черный. Что такое алтарь? Устало говорить. Откройте, посмотрите. Алтарь в магии «Ведьмина изба». Там все сказано. Можете разложить украшения, чтобы больше усилилась денежная сила. А по сторонам 2 зеленые свечи. Здесь свечи не принципиально. Могут быть восковые, могут быть парафиновые. Это не имеет значения особого. Просто зеленый цвет. И эти свечи можете использовать в других ритуалах. Если, денежных, как правило. Положили, прочитали 12 раз, положили в кошелек. Начинают деньги скапливаться. Как только видите, что опять куда-то не туда идут, я еще раз вам советую. Каждые 3 дня в первое время, каждые 3 дня повторяйте. Эффект вас, конечно, очень удивит, потому что оно так быстро накапливается. И как-то, знаете, как жадность на вас нападает. Кстати, откройте мой ритуал «Жаднее». Когда есть такие транжиры, выходят из дома, чтобы ничего не купить. И вот ничего вам не нравится. На что не посмотрите, фу, что-то нахрена оно мне надо. Домой приходишь, и вот такое удивление. Ничего себе, кошелек полный. Полный вышла, полный пришла. Что-то как-то не похоже на меня. Но есть такие чудеса. Жаднее называется. Как нападет она на человека, и тебе ничего не нравится, ты ничего купить не хочешь. Абсолютно. Вообще. Так вот это жаднее нападет на вас и накопится. 3 дня накопится, вы удивитесь, сколько накопилось. Месяц накопится, удивитесь, и вы сможете достичь своей мечты. Зачастую мы очень много работаем, нам очень много приходит денег, через наши руки проходят миллионы, а в итоге мы живем опять как жили. В том же, достаток есть, но не более того. Итак, начнем. Читать нужно 12 раз. Я иногда, если забываю, не ту цифру говорю, внизу Яна исправляет, пишет. Дорогие друзья, имейте корректность какую-то и культуру. Я человек, я столько в день работаю, я могу ошибаться, там одну цифру не так сказать. Ой, а что-то вот так сказали. 500 раз. Видно же, и дураку понятно, что человек, не выразилась правильно, не ту цифру сказал. Внизу написали же правильную цифру. В чем проблема? Берите, делайте так, как там написано. Можно же, с пониманием относиться к этому всему. 12 раз. 12 месяцев в году. Каждый месяц неси мне богатство. Солнце на зенит поднимается, а мой достаток копится. Копись, деньга великая, для моих нужд. И для мечты. По пустякам не уходи, не траться на ненужное, а только на полезное и только на угодное. 12 месяцев мне в свидетели. Они же стражники моим деньгам. Пусть в моих сундуках мои деньги копятся. Собирайся, моя деньга, как в царской казне, как в ханском шатре, как в сундуках богатых купцов. Реки стекаются в океан, и копится там вода. Стекайся же в мой карман, и копись там моя деньга. Смотрит на меня денежная сила. На что нужно, на то деньги будут. А что не нужно, мне про то душа забудет.
Извиняюсь, неправильно сказала. Смотрит на меня денежная сила. На что нужно, на то деньги будут. На что не нужно, мне про то душа забудет. Так деньга и накопится. Солнце на восток, а луна на запад. А мои слова к великим богам. Рыбу боги собрали в океане, а деньги собрали в моем кармане. Песок боги собрали в пустыне, а деньги собрали в моих сундуках отныне. Деревья боги в лесу собрали, а деньги в кошель мой собрали. Людей боги в городах собрали, а мои деньги в моих закромах собрали. Собрали мои деньги боги воедино. Что потратила, вернули назад, добавили сверху еще во 100 крат и в руки мне дали. Сколько денег, столько денег пусть соберется, чтобы за 100 лет тратить и тратить. Да еще бы осталось, и внукам моим бы досталось. Заклято. Извиняюсь за ошибки, я иногда переписываю свои ритуалы, и свой почерк сама не узнаю. Хотя 100 раз повторяла подобные работы, но в любом случае бывает иногда усталость так нападет и невнимательность. Итак, 12 раз прочитали, эту купюру положили в кошелек. Желательно не помять. Вот так вот наверху так ложите как-то аккуратненько. Именно на эту купюру снова вытаскивайте, читайте. И меня спрашивают, а если потерялся, если там потратились или чего-то там еще? Ну, переделайте. Вот и все. Переделывайте, и по новой оно будет работать. Но в этом случае, еще раз напоминаю, делайте первое время часто. Раз в 3 дня, потом раз в неделю, потом можно раз в месяц. Смотря как копится. Чем чаще вы обращаетесь к силам денег, тем сильнее и, как вам сказать, устойчивее вы стоите на ногах в этом мире. Запомните, денежная сила любит тех, кто обращается. Они дают вам достаток, они дают вам исполнение мечты. Вы радуетесь, у вас вот это вот восторг, поднятие энергии, и вы подпитываете эту силу. Она опять вам дает. Так что выражение «богатые богатеют» не просто так сказано. А людям, которые очень хотят понять, что им за это будет, как они будут за это платить и так далее, еще раз советую, откройте, посмотрите. Плата за удачу, добро и зло, ведьмина изба. Там все четко, ясно вам сказано. И тогда вы поймете, почему люди, которые просят и богатеют, они никогда не нуждаются, и они, их поколение живут хорошо. А люди, которые ленятся, люди, которые вечно под какими-то предлогами с места не встают, чтобы лишний раз поработать и создать для себя что-либо. И они, их поколение, живут в нищете. Всем удачи и всех благ. Да, нищетой не закончим. Будет у нас богатство, накопится деньга. Ну, будет интересно через пару месяцев посмотреть, что вы купили на это накопленное. А вы знаете, вы будете ошарашены, сколько денег накопится. Вроде садишься и думаешь, ну я же вроде ничего не купила, вот ничего такого у меня знаменательного нет. Куда они ушли, юкаламаны? А вот ушли и все. Незаметно так пролетели. Нет, надо остановить. Давайте-ка эту дамбу все-таки построим, поставим и накопим то, что наше, по праву. Всем удачи!